Друзья, сегодня мы готовим куриные котлеты, они получаются диетические и нежирные. Очень простой рецепт. Привет, вы на канале Рецепты в гостях у Вани, и сегодня для вас хочу приготовить очень вкусные и сочные куриные котлеты. Первое, что я сделаю, половинка луковицы, здесь примерно 130 грамм, нарезаем крупными дольками, потому что я буду измельчать лук в блендере. На пол луковицы у меня полкилограмма куриного фарша, 2 зубчика чеснока и самые простые специи. В блендер отправляем лук, чеснок, добавлю также специи. 1/4 чайной ложки черного свежемолотого перца, маленькая чайная ложка соли, душистая паприка, примерно 1 чайная ложка. А также добавлю 50 мл холодной воды и измельчу все в блендере. Нужно полностью измельчить, так вот, чтобы пошла даже пенка. Полностью. И добавляю все в наш фарш. А на этот объем я добавляю полстакана панировочных сухарей, а также 1 куриное яйцо. А теперь фарш для котлет нужно очень тщательно перемешать. Консистенция должна получиться как на оладьи. Вот, посмотрите. И оставляем его в холодильник на 10-15 минут. Вот так вот все-таки будет лучше. У нас прошло 15 минут, фарш уже хорошо настоялся, а прелесть этих куриных котлет, что их не нужно формировать, а все мы сделаем с помощью обычной столовой ложки. Добавляю немного подсолнечного масла на большую сковороду. Я люблю использовать стальную, потому что ее можно хорошо прогреть. А перед тем, как формировать котлетку, ложку опускаю в холодную воду, а далее уже в фарш. С помощью руки помогаю себе, формирую котлетку и отправляю на сковороду. Есть несколько методов приготовления, можно все продолжить на сковороде, но мне нравится вначале поджарить немного, а потом уже отправить в духовку, чтобы котлетки дошли. И тогда они действительно получаются очень сочные. Конечно же, размер вы можете подбирать, который вам нравится. Но мне нравится, чтобы они были не крупные, чтобы готовились быстрее. На этой большой сковороде я делаю в 2 партии. Сейчас обжарю с первой стороны до золотистого цвета примерно 2 минуты, а потом переворачиваю еще 2 минутки и в духовку. Переворачивать начинаю в той же последовательности, что и выкладывал на сковороду. Вот какие они румяные и красивые уже получаются. Но полностью я их не готовлю, потому что хочу приготовить в духовке, чтобы они остались сочные. Обратите внимание, у меня на сковороде немного масла, чтобы котлетки не плавали, а были диетические. На 2 минутки я перекладываю котлеты на противень. Посмотрите, какие красивые они уже получаются. Перед следующей партией добавляю капельку подсолнечного масла, опять же, немного. Обратите внимание, ничего на сковороде не горит. А далее все то же самое. Ложку опускаю немного в воду и далее уже в фарш. И таким образом продолжаю делать вторую партию. А по этому рецепту у вас получится 12-14 штучек, очень аппетитный. Сейчас отправляю в духовку на температуру 350 Фаренгейт, либо 180 градусов Цельсия, примерно на 10 минут. Через 10 минут котлетки готовы, я их перекладываю на сервировочную тарелку. Я уверен, котлетки, приготовленные в духовке, вам очень понравятся. Они получаются очень сочные, ну и, конечно же, диетические, нежирные. Готовые котлетки посыпаю зеленым лучком. Можно, конечно, и петрушкой. Главное зелень, для того, чтобы была красивая и аппетитная презентация. Сочные куриные котлеты готовы. Сейчас покажу, какие же они получились внутри. Конечно, еще очень горячие. Посмотрите, какие они сочные и нежные получаются. Ну, конечно же, нужно же и попробовать. Честно, котлеты, приготовленные по такому рецепту, получаются очень диетические, абсолютно нежирные, нежные, воздушные и сочные. Друзья, приготовьте по такому рецепту, я уверен, вам очень понравится. А вы подписывайтесь на мой канал, если еще не подписались. Я всегда рад новым друзьям и подписчикам. Оставайтесь со мной. До скорых встреч. Пока!